мы в Израиле. Вы, наверное, уже об этом догадались, и это уже не новость, но я хочу немножко рассказать, как так получилось, почему мы здесь, какие на это были причины, что для этого нужно было и так далее. Итак, начнем, почему мы здесь. У каждого на это была своя причина в нашей семье. У меня это мои карьерные цели, наверное, которые было бы очень сложно реализовать, находясь в Томске, может быть, даже в Москве. Здесь это абсолютно другой уровень. Но это самая такая задвинутая пока в сторонку часть, потому что, в принципе, сейчас на это нет ни сил, ни времени. Зато у меня есть работа моя любимая, Ревели, где мне еще и подняли зарплату, чтобы она могла конкурировать с зарплатами в самом дорогом городе мира 2021 года. Поэтому да, пока что эта причина задвинута подальше. О Мишиных причинах я не знаю, могу ли я рассказывать, но, скажем так, это тоже связано с работой и с международным уровнем. Дальше все вопросы к нему, и если он захочет, он расскажет. И Антон, конечно, это основная причина, почему мы здесь, потому что в России мы перепробовали различные методики лечения. Как вы знаете, у Антона аутизм, и в этом году или даже в прошлом мы начали очень быстро терять веру вообще в российские наши все способы, которыми мы пытались как-то это корректировать. Во-первых, в Томске очень сложно найти специалистов. Окей, мы ездили в Москву, мы ездили в Самару. В Самаре нам обещали, что что-то изменится за 4 курса, мы прошли 6, и изменения видны скорее только нам. Поэтому очень сложно было продолжать это. Конечно, в Самаре нас, кстати, ждут и нужно отменить 7 курс. К тому же неумолимо приближалось время, когда Антону будет пора в школу идти, ему уже 7 лет, и, конечно, нужно было действовать уже более решительно, что-то делать. Здесь умеют работать с такими детками и относятся с огромным пониманием к их особенностям. Антон тоже еще пока не пошел в школу, мы занимаемся сейчас бюрократическими вопросами. Для того, чтобы пойти здесь в школу, ему нужно было пройти 2 медицинские диагностики от психолога и либо от психиатра, либо от невролога. Мы прошли невролога, и вот сейчас ждем заключения последнее от психолога и уже будем оформляться в школу. О том, как это все будет происходить, конечно, я попозже расскажу, когда уже у нас будет школа, подвозка и так далее. Так, заглянем в мою шпаргалку, что я хотела еще рассказать. Что нужно было, чтобы переехать сюда? Что нужно было? Нужно было всего лишь увлечься генеалогией в 2020 году, выяснить, что у Мишки, оказывается, есть еврейские корни, о чем я, честно говоря, не подозревала. Очень сильно удивилась, когда узнала, что у Мишкина прабабушка была прям чистокровная еврейка. Для меня это было прям новостью. Дальше, там, по архивам что-то пособирала еще тогда. Начали общаться с некоторыми родственниками Мишкиными. В прошлом году даже навещали в Новосибирске некоторых. Вот. Но задумались о переезде мы в прошлом году. Точнее, это было так постепенно. То есть сначала мы подумывали о том, чтобы получить просто паспорт. Это очень популярная история была раньше. Сейчас это уже не так удобно, не так легко получить просто израильский паспорт и вернуться в Россию. Но тогда это звучало вполне реально, и мы думали, что вот съездим сейчас за паспортом. Потом подумали, а почему бы не пожить там какое-то время, месяцок, полгодика. Мы так дошли до того, что мы решили переехать сюда на неопределенный срок, чтобы Антошка у нас здесь учился. Вот. Ну и что нужно было, чтобы переехать?
Ну, начнем с того, что нужно было доказать еврейские корни, то есть в этом очень сильно помогли те документы, которые я собрала заранее, еще до вообще мыслей о возможном переезде в Израиль. Потом нужно было пройти консульскую проверку, доказать, что наши намерения вполне себе серьезные, и мы действительно готовы перенести центр нашей жизни в Израиль. Помимо консульской проверки, нужно было собрать еще некоторые документы, типа справки о судимости, и в принципе все. Билеты мы, конечно, тоже сами не покупали, но об этом я расскажу в следующей части, когда буду рассказывать вообще о процессе репатриации. И да, на этом все. Это все, что нужно было, просто доказать, что Мишина прабабушка была действительно еврейкой, и предоставить документы ее. И доказать цепочку родства с ней. Первое впечатление об Израиле. На самом деле я очень боялась своих первых впечатлений. Я почти 1,5 года была подписана на всякие паблики, типа про Израиль, про репатриацию. И, конечно, мнения были просто разделены на 2 части. Первые очень сильно влюбились с первого взгляда в город, вторые ненавидят его всей душой, но продолжают здесь зачем-то жить. И вторые, конечно, они очень пугали, говорили о том, как здесь воняет на улицах, какой грязный вообще Израиль, ужасные люди, все просто кошмар, жить здесь невозможно, ты становишься рабом, работаешь 24/7. Честно говоря, я очень боялась вот именно, что я приеду и увижу вот то, что они перечисляли. Но, честно говоря, за месяц абсолютно ничего из этого не подтвердилось, кроме того, что это реально дорогая страна, дорогой город. Ничего не подтвердилось. На улицах не пахнет, ну господи, в какой-нибудь подворотне в России бы точно так же там уже пахло бы, а в какой-нибудь Европе пахнет в принципе реально по всей улице. То есть здесь гораздо в этом плане чище. За теми же собачками всегда убирают, везде стоят вот эти пакетики, которые ты можешь в любой момент взять для собачки. И я, когда вижу кого-нибудь гуляющего с собачкой, у него всегда на поводке прям прицеплены пакетики. То есть не бывает такого, чтобы за собакой не убрали. Что еще? Люди злые. Честно говоря, вообще не заметила. Например, в Португалии мне тоже очень сильно казалось, что люди злые, но я предполагаю, что это просто манера общения у них такая. А здесь же даже манеры общения такой нет. Здесь реально все очень добрые, и в том числе, например, были ситуации, например, упала девушка, которая ехала на электросамокате. Она упала, и водитель автобуса, который был битком, остановился рядом с ней, чтобы открыть двери и спросить, нужно ли ей чем-то помочь, хотя она уже встала, ну, то есть как бы она выглядела вполне здоровой, просто там грязная и с ободранной коленкой, но вот человек, водитель автобуса, на которых тут очень любят ругаться, остановился, чтобы предложить помощь. Люди в автобусах очень часто, например, когда заезжает в автобус инвалид. Вообще наличие инвалидов в городе для меня показатель, что этот город приспособлен для них, потому что, честно говоря, в Томске, наверное, я не видела вообще, чтобы там человек на инвалидной коляске мог спокойно один передвигаться по городу. Мне кажется, это там практически нереально, потому что даже с детской коляской в Томске очень сложно порой гулять. И люди помогают, то есть раскладывают вот этот пандус автобусный, чтобы человек мог заехать в автобус. Мне кажется, это тоже показатель того, что люди готовы помогать друг другу в сложных ситуациях. Что касается военных здесь действий с Палестиной и так далее,
За месяц я не видела ничего, что меня бы могло напугать, то есть не было ни воздушных тревог, ни каких-то ситуаций странных. Да, повсюду военные с автоматами, но это абсолютно как-то естественно выглядит и совсем не напрягает. Скорее наоборот, их даже интересно разглядывать, как они одеты, какие они все красивые, ну, в общем, ничего устрашающего в них точно нет. Ну и что касается дороговизны, это сложный вопрос, потому что он очень неоднозначный. Если переводить цены на рубли, очень дорого, прям кошмар, становится страшно покупать что-либо, но относительно местных зарплат, мне кажется, что нормально. Ну, то есть в 2010-2011 году у нас была такая же зарплата, как здесь сейчас, и цены были, мягко говоря, повыше. То есть у нас были такие же зарплаты в рублях, как здесь в шекелях, и не было таких цен на продукты. Если переводить на рубли, то, конечно, безумно дорого. Но если забыть про рубли и считать только в шекелях, то приемлемо. Связана ли наша поездка сюда с военной операцией России-Украины? Нет. Это вопрос, который задают все, и врачи, и таксисты, и просто прохожие, и наши друзья. Нет, абсолютно вообще никак не связано, потому что мы задумались о переезде сюда заранее. На моем дне рождения мы вскользь об этом упомянули, если кто-то помнит. Но мы старались никому особо не рассказывать до самого последнего момента, пока уже все действительно не стало точно известно. Поэтому нет, это вообще никак не связано. Единственное, как оно может быть связано, мы отправили анкеты 24 февраля, потому что поняли, что тянуть дальше нельзя. Все документы у нас были собраны, анкеты не заполнены, ну, то есть они были распечатаны, но мы их что-то не заполняли, было лень. И да, и вот это единственный момент, где действительно оно повлияло на то, что мы решили вот так. И второй момент, наверное, то, что мы вылетали и в Тель-Авив не из Томска, не из Москвы, а из Астаны тоже. То есть, когда началась мобилизация, мы решили, что лучше мы переждем праздники еврейские все в Казахстане. И, пожалуй, это единственные причины, которые повлияли. На что они повлияли? Все. То есть сам переезд, он был запланирован сильно заранее. Еще 19 сентября у нас была назначена встреча с Сахнутом, 19 сентября 2021 года. То есть Сахнут — это еврейское агентство, которое помогает на протяжении репатриации. Но про Сахнут будет в следующей части, и почему мы не полетели с ними в итоге тоже. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Я, на самом деле уже месяц ни с кем не болтала. У меня здесь пока нету подруг. Мы болтаем только с Мишкой, иногда я созваниваюсь с родителями, и на этом все. Поэтому, если вдруг вы хотите со мной поболтать, обязательно пишите. И мы можем созваниваться, и я буду записывать вот такие видео. У меня уже есть планы на следующие несколько видосов. Например, следующий будет про, в принципе, репатриацию, как у нас это было, какие документы у нас спрашивали, как мы проходили консульскую проверку и так далее. Вот. В общем, если у вас есть еще какие-то вопросы, вам что-то интересно про Израиль или про Тель-Авив в частности, то обязательно пишите, и я очень буду рада рассказывать об этом, потому что да, я очень скучаю по всем друзьям. Надеюсь, что у вас у всех все хорошо. הנה מה טוב ומה נעים של בטחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב.